Привет, друзья! Сегодня приготовим вкуснейшие, сдобные, ароматные пасхальные куличи с влажным, нежным и воздушным мякишем. Рецепт совершенно несложный, все очень просто, доступно и быстро. Сначала сделаю опару. В миску кладу свежие дрожжи, наливаю слегка теплое молоко и хорошо перемешиваю до полного растворения дрожжей. Теперь всыпаю муку и хорошо перемешиваю. Миску накрываю и оставляю для подъема примерно на полчаса. Пока опара поднимается, готовлю тесто. В миску вливаю яйца, добавляю сахар и хорошо взбиваю венчиком в течение 2-3 минут. Масса должна посветлеть и слегка увеличиться в объеме. Вливаю теплое молоко и перемешиваю. Теперь вливаю растопленное сливочное масло. Оно должно быть теплым, не горячим. Все перемешиваю. Всыпаю немного просеянной муки. Добавляю соль и ванилин. Также рекомендую добавить специи, кардамон для аромата и куркуму для цвета. Хорошо перемешиваю и частями всыпаю оставшуюся муку. Если дрожжи были активные и свежие, за это время опара хорошо поднимется. Добавляю ее в тесто. Все аккуратно перемешиваю. На этом этапе такое тесто можно перемешивать венчиком. На это уйдет примерно 10-15 минут. Также тесто можно вымешивать с помощью обычного миксера с насадками для теста или в планетарном миксере. Тесто важно вымесить очень хорошо. Оно должно быть гладким и как бы отходить от миски. Тесто накрываю и оставляю для брожения примерно на 1,5 часа. За это время оно должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. Пока тесто поднимается, подготовим сухофрукты. В миску кладу промытый и высушенный изюм, добавляю цукаты, вливаю коньяк. Для аромата добавляю цедру одного апельсина, снимая только самую верхнюю часть. И сюда же выжимаю буквально 1-2 столовые ложки апельсинового сока. Размешиваю, затем накрываю и оставляю примерно на 1-1,5 часа. Прошло время, мы видим, что тесто хорошо поднялось и увеличилось в объеме более чем в 2 раза. Добавляю сюда сухофрукты, и если останется жидкость, то ее добавлять не нужно. Перемешиваю. На рабочую поверхность просеиваю 100 грамм муки. Распределяю и выкладываю сюда тесто.
Постепенно подсыпаю муку и хорошо вымешиваю тесто. Муки может потребоваться чуть больше или чуть меньше. Сразу всю муку не подсыпайте, хорошо вымешивайте. Поначалу тесто будет немного липнуть, но по истечении нескольких минут тесто будет становиться более мягким, эластичным и гладким. Процесс вымешивания занимает примерно минут 10. Должно получиться вот такое мягкое, совсем не забитое мукой тесто и при этом не липнущее к рукам. Тесто кладу в чистую посуду, накрываю и отправляю в теплое место для расстойки на 40-60 минут. Тесто увеличилось в 2 раза, и теперь его можно раскладывать по формам. Отрываю кусочек теста и аккуратно его округляю. Стараюсь округлять так, чтобы на поверхности не находился изюм или цукаты. Кладу в форму и немного распределяю. Заполняем формы не более чем на 1/3. У меня формы 9 на 9 сантиметров, и для такого размера я беру 260-270 грамм теста. Маленькую форму я заполнила ровно наполовину. Это оказалось очень много, и в процессе выпечки тесто убежало. Так делать не рекомендую. Формы с тестом ставлю на противень, накрываю пленкой и оставляю в теплом месте для подъема примерно на час. Если вы не собираетесь покрывать куличи глазурью, то их можно смазать желтком с 1 столовой ложкой молока. Куличи выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. После выпечки, чтобы куличики были ровными, их удобно остужать на чем-то мягком. У меня это подушка, которую я застелила кухонным полотенцем. Друзья, куличи по этому совсем несложному рецепту получаются просто изумительными, нежными, ароматными, воздушными и влажными. Куличи очень вкусные, сладкие, долго не черствеют и с каждым днем становятся только вкуснее. От всей души рекомендую вам этот рецепт. Готовьте с удовольствием. Я уверена, что у вас все получится. Желаю всем удачной выпечки, всех благ вам, с наступающим всех праздником. Всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.